Всем привет! Добро пожаловать на канал Под Грибным Дождем. С вами Базинга, и в этом видео я покажу и расскажу о своем универсальном билде, основной источник урона которого — разрушение замороженных противников в игре No Rest for the Wicked. Начнем с колец. Использовать мы будем кольца, которые полностью раскрывают потенциал рунных атак. Первое — рунное кольцо. Оно увеличивает урон наших рунных атак на 20%. Второе — кольцо нарушенных обещаний. Оно дополнительно увеличит наш урон еще на 20%. Третье — кольцо боевого клича. Благодаря ему использование рун начинает расходовать не концентрацию, а здоровье. В дальнейшем, именно благодаря этому кольцу мы получим ряд важных преимуществ. Теперь я расскажу, почему я называю этот билд универсальным. В нем мы будем использовать характеристику Вера, которая позволяет нам одновременно пользоваться посохами и самым мощным одноручным оружием — молотками. У интеллекта тоже есть одноручное оружие. Ближайшие по урону к молоткам — топоры, но они уступают им примерно на 10%. Я бы не советовал терять даже эти 10% урона, особенно учитывая то, что весят они одинаково. Поэтому в этом билде мы будем использовать сразу два оружия, каждый из которых выполняет свою задачу. Первое — посох. Он дает нам доступ к специальным рунам, которые можно использовать только с посохами и жезлами. Благодаря этому мы можем наносить урон на большом расстоянии. И самое главное — замораживать противников. Второе — молоток. С его помощью мы будем наносить сокрушительный физический урон по замороженным врагам. А в паре с ним будем использовать щит, который дополнительно увеличит наш физический урон. Теперь перейдем к рунам, которые будем использовать. Начнем с рунных атак на посохе. Первая — чумная кара. При ее использовании под ногами цели происходит взрыв, который наносит моровый урон в довольно большой области. Вторая руна — огненная вспышка. Она также создает взрыв под ногами цели и наносит огненный урон, но уже в небольшой области. И третья — самое важное для нашего посоха — морозный поток. Эта руна создает луч мороза, который наносит непрерывный ледяной урон. Именно с его помощью мы будем замораживать противников, подготавливая их к сокрушительному удару молотком. Теперь переходим к рунам на нашем молотке. Первая руна — скачок. С ее помощью мы можем сокращать дистанцию до врагов и наносить хороший физический урон по области. Кроме того, пока персонаж находится в воздухе, он получает иммунитет к урону. Вторая — рассекание. Персонаж совершает высокий прыжок, а затем наносит сильный физический удар по небольшой области. Как и в случае со скачком, во время нахождения в воздухе наш персонаж не восприимчив к урону. И третья, а главное, самая важная руна нашего молотка — насмешливый удар. Персонаж, ударив себя в грудь, наносит очень сильный удар по цели. Именно эту руну мы будем использовать для нанесения сокрушительного урона по замороженным врагам. С рунами закончили. Теперь перейдем к компонентам наших оружий. Я всегда советую использовать компонент острый. И этот раз не станет исключением. Ценой всего лишь 10% урона мы получаем целых 30% критического урона. Теперь переходим к чарам. Основные чары, которые значительно увеличат наш урон, это урон от рунных атак, шанс критического удара и критический урон. Увеличение урона рунных атак, думаю, в дополнительных объяснениях не нуждается. Шанс критического удара мы возьмем на молоток, поскольку его базовое значение довольно низкое. А критический урон на посохе, опять же из-за его небольшого базового значения. Третьи чары на наших оружиях самые важные. Они восстанавливают 15% здоровья после убийства врага рунной атакой. Поскольку использование рун расходует наше здоровье, именно эти чары позволяют нам комфортно чувствовать себя в бою с обычными противниками. Четвертые чары возьмем вспомогательные. После нанесения урона рунной атакой они увеличивают скорость передвижения на 15% на 10 секунд. Небольшой, но очень приятный бонус, который помогает быстрее перемещаться между противниками. Теперь поговорим о проклятии.
мы выбираем проклятие, которое наносит нам урон при использовании концентрации. Но поскольку концентрацию мы не используем, это проклятие на нас не работает. Далее устанавливаем самоцвет. Мы будем использовать мутное украшение. Оно увеличивает силу всех чар на 40%, пока концентрация полностью заполнена. Поскольку концентрацию мы не расходуем, она практически всегда остается полной, а значит, бонус от самоцвета действует постоянно. Поэтому этот самоцвет подходит нам идеально. Осталось только осветить наше оружие. Я рекомендую получить усиление для урона рунных атак, шанса критического удара и критического урона. Именно эти параметры принесут нам максимальную пользу. Осталось разобраться со щитом. С компонентом здесь в целом не принципиально, какой именно использовать. Главное, не брать тот, который увеличивает вес щита. Можно просто взять стойкость и больше не переживать о его починке. Зачаровывать щит мы не будем. Вместо этого просто установим в него самоцветы. Первым самоцветом будет мутное украшение. Он усилит все остальные установленные в щит самоцветы. Второй. Мутный гелиотроп, который даст нам 10% к вампиризму. Лишними эти 10% точно не будут. Третий и самый важный самоцвет на нашем щите. Колотый шип. Он увеличит наш физический урон на 10%, а благодаря мутному украшению мы получим уже 14%. И четвертым устанавливаем мутный изумруд. Он повысит нашу максимальную выносливость на 15%. Если честно, ничего более полезного для четвертого слота я не нашел. Поэтому пускай будет дополнительная выносливость. Лишней она точно не станет. С оружием и щитом полностью закончили. Теперь перейдем к броне. Рассматривать ее будем попарно. Начнем с головного убора и перчаток. На оба эти элемента брони устанавливаем компонент стойкость. Он позволит нам взять бесплатное проклятие с невозможностью починки этих предметов. При этом сам компонент полностью нейтрализует его недостаток. Теперь поговорим о чарах. Основные чары, которые будут увеличивать наш урон, это бронепробиваемость, шанс критического удара и физический урон. Все три эти чары будут использоваться на нашей броне и дадут нам существенную прибавку к общей мощности билда. Первые три слота мы уже определили, осталось разобраться с четвертыми чарами. На головном уборе берем чары, уменьшающие расход концентраций на 10%. Несмотря на то, что благодаря кольцу мы не расходуем концентрацию, эти чары все равно уменьшают количество здоровья, которое мы тратим на использование рун. На перчатках используем очень полезные чары, которые восстанавливают 10% здоровья после убийства врага. Благодаря им мы будем компенсировать здоровье, потраченное на использование рун. После этого устанавливаем самоцветы. Здесь, как и на оружии, используем мутные украшения. Они увеличивают силу наших чар на 40% при полной концентрации. В освещениях рекомендую постараться получить шанс критического удара и физический урон. Именно они дадут нам максимальную прибавку к урону. Теперь переходим к последней паре нашего снаряжения – нагрудному доспеху и штанам. Основные чары здесь будут такими же: бронепробиваемость, шанс критического удара и физический урон. На мой взгляд, это лучший набор для увеличения нашего урона. Компонент для нагрудного доспеха я советую подобрать прочный. Он увеличит прочность доспеха и, соответственно, усилит действие наших четвертых чар. На нагруднике мы возьмем чары, которые увеличивают наше сопротивление к урону на 5% от текущей прочности. Для штанов также рекомендую использовать компонент прочный. Здесь мы возьмем чары, увеличивающие восстановление выносливости на 20% от текущей прочности. Это позволит нам полностью компенсировать штраф от ношения кольчуги и даже превысит его базовое значение. Проклятие же возьмем то, которое увеличивает входящий по нам урон, пока наша концентрация не заполнена полностью. Поскольку концентрацию мы не расходуем, для нас это проклятие тоже становится бесплатным. Самоцвет — все тоже мутное украшение. Без него в этом билде никуда. В освещениях, как и раньше, стараемся получить шанс критического удара и физический урон, чтобы выжать из билда максимум.
С самим билдом мы закончили. Теперь хочу рассказать, как еще мы можем увеличить наш урон перед боем. Во-первых, употребление определенных блюд увеличивает наш урон на 10% на 3 минуты. Во-вторых, использование вспомогательной руны «Всплеск урона» увеличит наш урон еще на 20% на 2 минуты. И в-третьих, использование расходного предмета «Клинковая смазка» увеличит наш физический урон на 20% на 1 минуту. А благодаря существующему багу со смазками, который вы также сможете увидеть на моем канале, мы можем нанести смазку еще и на второе оружие. В итоге получаем уже 40% прибавки к физическому урону. Все эти усиления рекомендую использовать перед тяжелыми сражениями, особенно перед боем с боссом. Что касается последовательности действий в бою, думаю, здесь все довольно очевидно. Сначала замораживаем, потом разбиваем. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому все это вы увидите далее, во время босс-файта. И на этом с билдом у меня все. Сейчас на экране вы увидите финальную сборку персонажа со всем использованным снаряжением. После этого я покажу, как этот билд проявляет себя в бою с боссом. Причем босс-файта будет 2. В первом бою я буду использовать полностью освещенное снаряжение, а во втором то же самое снаряжение, но без освещений. Так мы сможем наглядно увидеть, насколько сильно освещение влияет на итоговый результат, или нет. Надеюсь, этот билд оказался для вас полезным и, возможно, помог узнать что-то новое. А если у вас появились вопросы, или вы используете этот билд немного по-другому, обязательно напишите об этом в комментариях. Будет интересно все почитать и обсудить. Спасибо за просмотр, хорошей вам погоды и до встречи под грибным дождем.